Привет, друзья! Данил Прытков, выступающий под творческим псевдонимом Нилетто, исполнитель, автор песен и танцор. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живет Нилетто и на чем он поднялся. В детстве Данил Прытков покатался по России. Родился в Тюмени 1 октября 1991 года. В садик ходил в Закамске, а в школу пошел в Екатеринбурге. В 9 лет родители отдали мальчика на брейк-данс, где он впервые познакомился с танцами. Знакомство было коротким. Через месяц кружок перенесли в другой конец города, и занятия для Данила закончились. Но не закончилась любовь к танцам. Позже Данил Прытков расскажет историю, как в 9 лет они с мамой пошли на рынок за кассетой с музыкой, под которую можно танцевать. Продавец посоветовал запись артиста Нана, так будущий певец познакомился с рэпом. В юности Данил обожал смотреть клипы на MTV. Больше всего ему заходили «Фабрика» и Дима Билан. «А ведь я тоже так смогу, когда вырасту», – мечтал будущий певец. Тогда впервые он задумался о музыкальной карьере в будущем. Но пока только думал, потому что на первом месте были школьные оценки и знания. Позже Данил стал брать уроки вокала у профессионального педагога, который оценил творческие способности парня. Тогда он записал первые каверы на Диму Билана, Джастина Бибера и даже Фрэнка Синатру. После окончания средней школы парень поступил в Уральский государственный лесотехнический университет на инженерно-экологический факультет. И пока все ребята осваивались, Данил написал первую в жизни песню, которой был доволен. «Этот сингл был первой достойной работой, но я ее оставил для себя. Никогда не исполнял», — говорил он. В конце 2-го или начале 3-го курса, Данил сам не помнит, парень купил первый микрофон и понеслась. На 3-м курсе понял, что инженером-экологом ему быть не слишком хочется, поэтому бросил универ ради музыки. Чтобы оттачивать музыкальные навыки и не умереть с голоду молодым, Данил Прытков записывал рекламные песни для магазинов. Так, например, его треки играли в Гринвиче, самом большом торговом центре Екатеринбурга. Но работа эта была нерегулярная, поэтому парню приходилось преподавать танцы и даже выходить на стройку, чтобы заработать. По его словам, он хоть сейчас может профессионально сделать натяжной потолок или что угодно из гипсокартона. В общем, по жизни не пропадет, если что. Родители в это время хватались за голову и пытались заставить сына бросить творчество и найти нормальную работу в офисе. Но Данил знал, что впереди его ждет успех, нужно только немного подождать. Решил, потерплю, потружусь, но зато впоследствии не буду жалеть, что бросил любимое дело, рассказывает артист. В начале 2010-х познакомился с Андреем Али, с которым сколотил творческий дуэт, а себе взял псевдоним Данила Хаски. Ребята стали раскручиваться и быстро стали главными звездами клубов и корпоративов Екатеринбурга. В то же время открыли новый канал на YouTube, куда начали выкладывать каверы на популярные песни и танцевальные видео. В 2017 году Андрей и Данил впервые в жизни решают попробовать себя на ТВ, но не в музыкальном проекте, а в шоу «Русский ниндзя». Там артисты должны были пройти полосу препятствий, чтобы забрать главный приз в 5 миллионов рублей. Али вылетел с первого этапа, а вот Данил прошел все испытания и добрался до финала, но первое место не занял. Зато в соцсетях прибавилось подписчиков, а в списке контактов номеров, ведь во время съемок он постоянно флиртовал с участницами и персоналом. После «Русского ниндзя» парни снялись в малобюджетном фильме «Бойцовская воля», где Ли и Хаски также сыграли друзей. В начале 2018 года творческий дуэт Андрея и Данила распался. Ребята поняли, что каждый хочет делать свою музыку. Интересно, что Али в одном из постов написал, что желает другу только успехов, но отметил, что Хаски перешел на хайповые поверхностные песенки. Тем не менее, парни до сих пор дружат. Позже ребята рассказали, что за годы сотрудничества написали не меньше сотни песен, но годными из них считают всего несколько. В этом же году Данил наконец появился на музыкальном шоу «Новая звезда», где добрался до полуфинала, но члены жюри каждый раз не особо впечатлялись. Зато собрал кучу респекта от простых зрителей, а в комментариях уже отметили, что парень успел стать популярнее судей. Также в 2018-м Данил пришел на первый сезон шоу «Песни». Артист смог дойти только до 5-го раунда, после чего покинул проект. Прытков был недоволен тем, что его мало показывали по ТВ, а выступления не заливали на YouTube. После проекта Данил взял псевдоним Нилетто, который отражает нелюбовь артиста к жаркому времени года. «Я полюбил зиму в 11 лет. Это был новогодний праздник, семья, очень душевно, полный дом людей и какие-то ключевые эмоции, которые остались навсегда. Потом в какой-то момент жизни я возненавидел лето, это связано с любовью», рассказал музыкант о рождении никнейма.
После неудачи в первом сезоне Данил не собирался идти на песни во второй раз. И хотя он признавал, что научился писать другую музыку и стал внимательнее относиться к текстам, приходить несколько раз в один и тот же проект он не хотел. Даже Андрей Ли позвонил ему, чтобы уговорить на участие. «По-любому не пойду», – ответил артист. Но все поменялось, когда место в жюри вместо Максима Фадеева занял Баста. «Уважаю его безмерно и готов на его суд предоставить свои песни без боязни. Он меня точно оценит», – сказал Данил другу. И Баста оценил. Пока Нилетто исполнял песню «Куртка на двоих» на отборочном этапе, Вакуленко со словами «Мне нравится» пропустил парня в проект. В новом сезоне песен Данил успел исполнить 4 трека: «Куртка на двоих», «Голос», кавер на сингл Тимати и Егора Крида «Гуччи» и, конечно, часть будущего хита «Любимка». Полная песня вышла через неделю после эфира и сразу заняла первую строчку в чарте Apple Music, а также вошла в топ-10 песен ВКонтакте. А вот клипа на главную в биографии артиста песню поклонникам пришлось ждать до осени. Но ждали не зря. Сейчас на видео больше 200 миллионов просмотров. Это лучший результат в карьере певца. А потом Данил записал еще и танцевальное видео, которое собрало 46 миллионов просмотров. Друзья, также рекомендую к просмотру канал наших партнеров «Ждандер». Там вы увидите приготовление самых вкусных блюд авторского производства от ведущего, пока еще неизвестного в лучших домах Парижа и Лондона, и о котором скоро узнает весь мир. Предлагаю быть впереди планеты всей. Переходите на канал по ссылке в описании под этим видео. Нилетто вообще свое хореографическое прошлое не забывает и по сей день выкладывает свои танцы под популярные песни. Интересный факт. В некоторых клипах можно увидеть Данила курящим, но на самом деле он ведет ЗОЖ и другим советует. А сигареты в видео – это так, для образа. В июне 2019 года Нилетто выступил на огромном 6-часовом шоу «Музыка первого». Также перед зрителями выступили Ольга Бузова, певица Боронина и диджей Леонид Руденко. Среди выступающих была и Елена Темникова, которую Данил назвал самой сексуальной отечественной знаменитостью. В декабре 2019 года Данил появился на проекте «Вечерний Ургант», где исполнил свой главный на сегодняшний день хит «Любимка», но под живую музыку и с более лиричным звучанием. В биографии Данила Прыткова столько песен о любви, что тема личной жизни стала для поклонников творчества музыканта особенно интересной. А тот факт, что артист долгое время ловко уворачивался от всех вопросов вроде «У тебя есть девушка?» или «Про кого написана любимка?» только подогрел интерес публики. И вот в начале 2020 года Данил наконец раскрыл первые подробности личной жизни. Рассказал, что не женат, но уже почти 9 лет встречается с одной девушкой. Познакомились в ее школе. Парня пригласили выступить с танцем на одном из праздников. Девочке тогда еще не было 18, поэтому Данил, как настоящий джентльмен, дождался ее совершеннолетия и только потом позвал на свидание. На самом деле я однолюб. Я очень долго искал этого человека, девушку, которая не будет испорчена плохим окружением и алкоголем, рассказал Нилетто позже. И пока поклонники восхищались преданностью Данила, он рассказал новые подробности личной жизни в шоу Насти Ивлеевой. Например, то, что изменяет своей любимке во время ссор. Это природа, друзья. Я по жизни человек фристайл. И иногда это секс на фристайле. Мне кажется, нет ни одного популярного чувака, ни одного артиста, который не пользовался бы своей успешностью, чтобы хоть раз в жизни переспать с фанаткой, сказал музыкант. Еще назвал свои отношения с девушкой больными, потому что они то сходятся, то расходятся. Иногда пара не видится месяцами, но все равно ребята не могут расстаться окончательно. Зато благодаря этой любви рождаются прекрасные песни, подвел итог Данил. В июне Нилетто вместе с Зиверт выпустил клип на песню «Fly 2», где еще раз напомнил поклонникам, что не только классно поет, но еще и круто танцует. Позже музыканты исполнили трек вживую на вечернем Урганте. В июне Нилетто выпустил совместный трек с Клавой Кокой «Краш», а уже через неделю на песню вышел клип. Интересно, что сначала ребята собирались записать только муд-видео, но получилось так круто, что пришлось добавить масштаба. И не зря. Сейчас у Краша 124 миллиона просмотров. Через пару дней после выхода клипа Нилетто и Клава Кока снова появились вместе на проекте «Студия 69», где поменялись хитами. Что круче, песня «Любимка» в исполнении девушки или брутальная версия трека «Покинула чат», так сразу и не скажешь. Ожидаемо поползли слухи по поводу романа между знаменитостями. Клаве вообще приписывают отношения со всеми музыкантами, с которыми она работает, и Данил не стал исключением. Но ребята быстро дали понять поклонникам, что они просто друзья.
В июле 2020 года Данил словил неожиданную волну хейта. Все началось с видео, где он призывал голосовать за поправки в Конституцию, чтобы геи не усыновляли наших детей. Певца успели обвинить в продажности, но позже выяснилось, что это было одним из наказаний в проекте Coming Out, поэтому возмущения поутихли. Но после выхода программы в интернет они вспыхнули с новой силой. Ведь помимо агитационного видео музыканту пришлось поцеловать обувь афроамериканца. Многие поклонники, мягко говоря, не оценили жест кумира, даже если он был для шоу. Через месяц Клава Кока и Нилетто решили подразнить публику и выпустили новое музыкальное видео, где исполнили акустическую версию Краша. В августе певец появился в видео блогера Виктора Блуда, где парни устроили состязание в силе, а кто-то кого-то еще и побрил. Также уже в сентябре музыкант выпустил трек, а потом и совместный клип с Рауф и Фейк «Если тебе будет грустно». Видео собрало уже 40 миллионов просмотров, а сингл ребята исполнили в вечернем Урганте. Ну и спустя месяц Данил наконец-то появился на вечернем Урганте как главный герой выпуска. Рассказал о переезде из Екатеринбурга, выступлениях в костюме майонеза и исполнил несколько песен под аккомпанемент Ивана. Ну и еще один интересный факт из биографии певца для самых упорных. Нилетто рассказал, что даже сейчас иногда выходит поработать на стройке, чтобы вспомнить молодость и не зазнаваться. Год для музыканта закончился хорошо. В ноябре прошла премия MTV Europe Music Awards 2020, где Нилетто с большим отрывом обошел Моргенштерна, Клаву Коку, Крем-Соду и Манижа и победил в номинации «Лучший исполнитель по версии MTV Россия». Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.